Дарлинг, с вами Симона, и я, значит, кроме того, что прошла пролог по игре They Are Here, что означает «они где?» Здесь, правильно. Каждый раз буду это делать. В общем, я так понимаю, что демо и пролог — это две разные вещи. Ну, так я почему-то подумала. И думаю, что как раз-таки стоит как бы и демку тоже пройти, чтобы лучше как-то понять, с чем мы с вами будем иметь дело. И без лишних слов предлагаю приступать. Необъяснимые явления произошли на ферме Грейсвуд в ночь на 7 августа. Семья Шерман стала очевидцами ярких огней в небе, которые перемещались над кукурузным полем с бешеной скоростью. Огни двигались в хаотичном направлении и с разными скоростями. Спустя некоторое время пропадали. Это странное поведение в небе наблюдалось ночью в одно и то же время на протяжении 5 дней. Как заявляет хозяин фермы, все животные сходили с ума. Собака стала агрессивной, пыталась напасть на него и укусила. Дети жаловались, что кто-то ходит под их окнами. Сам фермер Питер Шерман, работая в поле, увидел странную фигуру, не похожую на человека. Что это? Сознательный обман? Желание привлечь к себе внимание? Или сенсация об инопланетном вторжении? Журналист Тейлор Фокс отправляется на ферму Грейсвуд с целью снять фоторепортаж для местной газеты. Ох уж эти журналисты с своими фоторепортажами, камерами, с ночным видением. И вот это вот все, да? Кто понял, тот понял. Так, припарковался. Да. Поговорите с фермером. Задача. Так, мы тоже умеем бегать. Опа, нажмите, чтобы сделать фото. Это отличный материал для репортажа. Взять. А что, конечно. А что ж, я вам отдам. Шерманс хаус. Вот сюда и пойдем. Так, там какая-то прилеплена записка. Извините, нас съели чужие. Идите в другой дом. Я не буду поворачиваться. Идите лесом. Я что, глупая? Исследуйте дом. Что написано? Записка от фермера. Мистер Фокс, мы договаривались о встрече, но случилась беда. Наша дочь пропала. Жена поехала в город за помощью. Мы с сыном пошли осматривать ферму. Будем оставлять записки для вас и полиции на случай, если мы разменемся. Будьте осторожны, Питер Шерман. Исследуйте дом. Понятно. Ну, давайте исследуем дом. По телефону позвоню. В редакцию. Не работает. Не позвоню в редакцию. На базу надо позвонить. Молока выпью. Не выпью молока. Ничего не сделаю вообще. В холодильник. Тоже не пойду. Оно мне не надо. Так. А здесь я могу выйти? Заперто. А точно? Блин, мне хочется, как в Хогвартсе, какую-нибудь ревелью сделать. Вот все время в таких играх хочется что-то такое нажать, чтобы стало видно. Типа, на этом этаже тебе нечего делать. Иди далее, путник. Огнетушитель. Можно как оружие использовать. Например, инопрещеленца ударить по темечку. На фото члены семьи Шерман. Можно сфотографировать фото, чтобы потом в газете разместить фотографии. Да, члены семьи Шерман, это понятно. Это все понятно. Тут вот открыто, это детское. А что тут такое синее? Похоже, этот рисунок сделала пропавшая дочка фермера, лист изрисован. Да они сдолбают, что они до животных-то докопались? В прологе оленя, здесь собаку. Чё вам надо-то? От бедных животных. Это комната дочки. Ночью я услышал странный шум. Когда я зашел в комнату, ее не было в своей постели, а окно было распахнуто настежь. Я уверен, что ее похитили эти твари.
Меган звали девочку. Я уже про нее в прошедшем времени говорю. Рация. Видимо, она принадлежала пропавшей девочке. Если прислушаться, можно различить очень странные звуки. Прекрасно. Здравствуйте. Если что, я готова драться. Мне нечем драться, но я готова. Почему везде этот синюшный цвет? Господи, мне еще что-то прислали мне. Офигеть. Нет, надо фотографировать эти фотки. Они все нужны для газеты или собирать надо. Фото из интернета. Похоже, Питер Шерман видел нечто подобное. Выглядит жутко. Тоже из интернета. А, это же вот это... Крутая постанова. Блин, знаете, я так задумалась о том, что так легко тогда все сказали, что «Ой, ну да, это была постанова». Так как-то они легко с этим смирились, что... А вдруг они нам сказали, что это постанова, чтобы мы успокоились? Как я вас заинтриговала? Наверное, нет. Ну, короче, ну вы поняли, да? Детский дневник Шермана, стикер. Нашел мой старый дневник, где мне 15. Как я мог забыть об этом? Сегодня был самый удивительный и страшный день в моей жизни. Я видел пришельцев. Мои родители думают, что я вру, но это правда. Я ловил рыбу с заброшенного пирса на реке. Вдруг меня оглушил гул, доносящийся сзади. Я повернулся. Совсем низко над землей вращался огромный диск с 4 мигающими огнями или окнами. Я почувствовала удар, который как будто подбросил меня в воздух. И повис, как в невесомости. Все вокруг стало ослепительно ярким, и я, кажется, потерял сознание. Я вспоминаю, что видел 3 пришельцев с серой кожей и большими глазами. Меня положили на стол. Я будто прирос к нему. Они стояли надо мной. Мне показалось, что они общались между собой телепатически. Затем один из них подошел и что-то сделал с моей головой. Больше я ничего не помню. Я очнулся на пирсе уже поздно вечером и еле добрался до дома. Голова гудела, я шел домой, словно в бреду. Дома обнаружил на своем теле несколько порезов и 2 мелких, очень ровных отверстия над ухом. Что это было? Мне страшно засыпать. Да, сфотографируем. Пожалуй. Так, тут, значит, у нас запивка. А присесть можно? Но вы не трогайте меня, я хочу почитать. Я хотел почитать записку. Нажмите F, чтобы достать файл. Подождите, я читаю записку. Я узнал многое об этих... А чё так опаздываем-то, чтоб я обосралась? Я узнал многое об этих тварях. Их называют серые. Это не маленькие зеленые человечки, а большие, жуткие и опасные существа. В основном их описывают так. Большая, непропорциональная к телу голова, волосы отсутствуют, бездонные черные глаза, серая кожа, длинные тонкие конечности. Их голоса ни на что не похожи. По отношению к людям эти инопланетяне настроены очень агрессивно. Все начинается с ярких огней в небе рядом с домом, которые двигаются по определенной траектории. При этом идет кровь из носа, начинаются сильные головные боли и звон в ушах. Животные в это время беснуются. Далее у людей появляются провалы в памяти. Придя в себя, они обнаруживали, что находились в странных местах, например, посередине поля или на дороге, в нескольких километрах от дома. К некоторым возвращались страшные обрывки из памяти. Люди вспоминали ужасные опыты. Пришельцы устанавливали контроль над их сознанием и воздействовали на психику. Также на теле были обнаружены следы, а именно надрезы. При пальпации чувствовалось уплотнение, инородный предмет, который двигался под кожей. А у нас теперь есть фонарик. Здорово. А он ничего не хочет нам сейчас сказать про то, что, может быть, кровь у него из носа пошла? Он себя как хорошо чувствует? Ау, главный герой. Обращаемся к вам, мистер Фокс. У нас такой к вам вопрос. Носок есть, кроссовок есть.
Вы как? Блин. А давайте возьмем и не будем оборачиваться. И просто слиняем из дома. А не было вообще такой комнаты внизу. А, она теперь, она была, видать, закрыта, а теперь она открыта. Ну, сейчас они опять меня напужают. Может, еще потише наушники сделать, я не знаю. Не знаю, мне кажется, еще тише, это просто без звука. Вот. Вот так очень хорошо. Ну ладно. Вот так. Вот так сделаем. Нормально. Ну мы же не какие-то, блин, эти секунды, правильно? Вот. Наверное, эти животные с фермы Грейсвуд. Наверное. А чё теперь делать? О, записка еще одна. Так, что-то прям выделено. Еще в детстве меня начали беспокоить головные боли. Они мучают меня до сих пор. Я обращался к докторам десятки раз, но никто не мог объяснить причину их появления. Теперь-то я понял, почему врачи не смогли определить причину мигрени, и ответ прост. Похищение. Похищение инопланетянами, о котором я вспомнил лишь когда нашел свой старый дневник. Именно тогда и началась мигрень. Порезы, которые я заметил тогда за ухом, след от них остался. Он прям там. Шрам. Уверен, что они что-то внедрили в меня, какой-то передатчик или имплант. Из-за него я все забыл. Я точно решил, что достану его, я не спятил. Оу. Баночка со странным устройством. В записке Питер Шерман утверждает, что вырезал инопланетный имплант. Может, забрать его? Хрен его знает, там, может, не надо. Где улица? Ага, хрен. Вон он там. Сейчас он такой. Ать! Да, естественно, никакой здесь уже нету. Пугало только. И чё мне идти в поле? Нажмите правую кнопку мыши, чтобы присмотреться. Шо, больные? А вы чё? Этот вон пошел. Вы за ним не пойдете? Вам-то все не интересно? А, это, наверное, наша машина-то это. А, бегите к машине. Бегу к машине. Очень быстро бегу. Очень сильно. Но я так понимаю... О, что такое? Я бегу к машине, я прибежал к машине, пустите. О, и чё? У кого не работает машина? Кто остался здесь умирать? Ёшки-матрёшки. Он говорит 4, говорит, огня или окна. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 еще большой вон. Ну, это приколдес. А это сфотографировать не хочешь? И сейчас... Блин, не знаю, это весело. Это как-то прикольно. Не знаю, может из-за того, что как бы образ инопланетян это такая... ну, какая-то уже... Ну, не то чтобы приевшаяся, а какая-то она настолько...
какими-то мифами там обросла и так далее, что в половину люди уже не верят, в отличие почему-то, блин, от призраков. Вот в призраков мы почему-то верим намного проще, чем в инопрещеленцев. Хотя мы живем как бы в Солнечной системе, да, и вокруг нашего вот этого Солнца крутится вон сколько планет. А их сколько этих звезд? Их миллиарды, просто триллиарды этих планет, и мы такие, не-не-не, мы точно одни, а вот призраки... Вот эти твари точно нам покоя не дадут. Не знаю, короче, возможно, из-за этого как-то почему-то не очень страшно, но прикольно. Это весело будет нам с вами, когда она выйдет. В полной версии игры вас ждет большая территория фермы Грейсвуд. И полноценная история похищения пришельцами. Добавьте игру в список желаний, чтобы не пропустить релиз со скидкой. Я уже в прологе говорила, что у меня уже все в желаемое добавлено, потому что мне игра и задумка нравится. Я надеюсь, что вам тоже. И вы поддержите меня в комментариях, чтобы я боялась и пугалась не зря, а, как говорится, на потеху вам. Ради этого и живу. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.